мой дарлинг, с вами Симона, и я к вам с очередным сюрпризом и с новым микрофоном. Наконец-таки у нас не будет с вами течь кровь из ушей. У меня во время монтажа, у вас во время просмотра. Вот так вот нам всем будет хорошо. Вы чудесным образом попали на создание персонажа для нашего челленджа, которым я собираюсь вас радовать в новогодние праздники. Естественно, он у нас будет тематический, естественно, он будет про Рождество, про Новый год. Вот конкретно сейчас случилось нечто странное, ужасное и страшное. Я это, по-моему, даже в Инстаграм выкладывала. Это просто кринж. Подписывайтесь на Инстаграм, кстати. В общем, я не знаю, что это было. Наверное, это какой-то пресет был. Глаз именно вот разреза, что там какой-то случился масаракш. Мы с вами сейчас создаем, во-первых, мужчину. Это уже, как бы, знаете, да, для меня, для вас полнейший сюрприз, да. Но, да, главным героем этого челленджа будет мужчина. За основу я хочу взять челлендж, который, если я не ошибаюсь, в Sims 4, да и не только в Sims 4, по-моему, еще со времен Sims 2 он идет, который называется «День хороший, день плохой». Я не знаю, слышали вы про такое или нет, но сейчас по-быстренькому расскажу вам правила. Заключается ход игры в чем? У нас есть Steam. Единственное, в чем я его как бы модернизировала, я сразу же решила, что у меня будет один Сим в семье, то есть я не бросала кубик на состав семьи, потому что я уже придумала историю, потому что я хочу вот так вот я его переделала. Что вы мне сделаете? Каждую ночь перед пробуждением Сима мы бросаем игральный кубик. В нашем случае это будет, скорее всего, какое-то приложение, app, да, как бы потому что у меня нет никаких кубиков игральных, если честно. И, значит, этот кубик решает, каким будет день нашего Сима, когда он проснется. Будет хорошим или плохим. Четное число — хороший день, нечетное число — плохой день. И чтобы понять, что конкретно будет происходить в этот день, мы бросаем кубик еще раз. И там куча вариаций, там прям расписано все это на сайте, в общем, во множестве всяких вариаций. И я подумала, что этот челлендж может лечь в основу такой, знаете, рождественской истории о том, как у человека изменилась жизнь. Короче, обо всем по порядку. Этого мужчину, уже не молодого, зовут Стюарт. Я его сначала хотела сделать офисным клерком, но, как вы заметили в самом начале, я его создавала через создание истории в начале. И так получилось, что он хочет стать писателем. И я подумала, что это даже круче. То есть, типа, он такой весь одинокий. То есть, даже если он офисным клерком был бы, ну, у него же кто-то там есть на работе, все равно там кто-то с ним контактирует, разговаривает. А тут он просто вот дома. Он где-то, по-моему, тоже будет там куда-то уходить работать, но это не важно. Он интровертный писатель, который захотел изменить свою жизнь, захотел это сделать, естественно, под Рождество. И кто-то ему положил в почтовый ящик какую-то там акцию от какой-то очень никому неизвестной компании, которая организует что-то типа праздников, квестов и всякого такого. И эта компания предлагает нашему герою поучаствовать в такой вот акции, когда игральный кубик будет решать за него самого, что же он сам будет делать во время новогодних праздников. И мы с вами буквально там, мы не будем отыгрывать прям всю его жизнь, хотя, конечно же, если мы прикипим к нему, куда ж мы с вами денемся, все мы отыграем. Но планируется на новогодних праздниках, я думаю, отыграем где-то 5 дней или недельку, короче, где-то так, и посмотрим, насколько изменится его жизнь, когда он, знаете, вот это вот будет выходить из этой пресловутой зоны комфорта, будет общаться с людьми, ходить в спа, копаться в мусоре, и что там он еще будет делать в плохие дни, не знаю. В плохие дни, по-моему, еще нельзя его прихоти как-то исполнять. Ну, действительно, кто он такой? Человек в плохой день. Какие прихоти еще? Ага, пошел ты нафиг. Жилище для Стюарта я буду строить не сама. Точнее, уже построила, не я сама. За всеми подробностями можете приходить ко мне в ТГшку, ссылка в описании. Так как мы с вами будем, естественно, отыгрывать зиму, ну, логично, да, как бы Новый год у нас зимой, все, ну, вот во всей его одежде, во всем гардеробе я выбирала что-то такое вот теплое, уютное. Мне вообще очень хотелось, чтобы он
выглядел каким-то уютным. И вот, знаете, как говорится, с уютной зимой возникли проблемки. Я так поняла, что, по-моему, офис Electronic Arts находится в Сан-Франциско. Сан-Франциско, наверное, капец как тепло, поэтому почему-то абсолютно все куртки, пальто и все остальное теплое, что может быть теплым, оно все расстегнуто. Все куртки расстегнуты, все пальто расстегнуты, вот все пальто расстегнуты, все. А чё ботинки зашнуровали? Зачем? Надо было ботинки тоже расшнуровать. Зачем тепло в Сан-Франциско? Не знаю, что это. Я считаю, что это безобразие. Вот пишите в комментариях, как отыгрывать уютную зиму, когда у людей даже шарфов нет нормальных. Нет нормальных шарфов вообще совершенно. Это никуда не годится. Я вот даже когда вот официальный, да, сейчас я ему костюм делаю, я даже вот нашла пиджак, который был уже с шарфом, ну и то типа, ну как бы окей, да, это же все-таки будет в помещении, ну и как будто бы он как дурак не снял шарф, типа ок, ладно, но когда я выбирала, вот мы до этого дойдем еще с вами, когда вот я делала одежду, которая зимняя, ну это же просто ад, девочки и мальчики, это просто кошмар, не шапка, пришлось выбрать шапку с открытыми ушами. Как тоже, даже можно уши отморозить нафиг. Вы вообще как, кстати, к холоду относитесь? Я, например, вот стараюсь не относиться к нему вообще никак. Если у меня есть возможность включить обогреватель, я буду включать обогреватель. Просто, блин, если мне холодно, это меня ничего не остановит. Это что-то про счетчики, ой, там намотаешь свет. Мне все равно. Я еще и в палет укутаюсь. И буду так сидеть. Да вот эти перетопы, мне это все вообще не интересно, и это меня даже не чпокает вообще. Я вот сяду, будет у меня перетоп, у меня будут перетапливать батареи в начале осени, у меня будет включен еще мой обогреватель, и я буду сидеть в теплых носках, в пледе, и знаете что? У меня будут холодные ноги в это время, а может быть и нос еще будет холодный. Такой вот человек. Поэтому я когда вижу в Sims, что люди зимой куда-то идут, да не только в Sims, я, когда вот на улице просто вижу людей, которые идут куда-то в расстегнутой куртке, в расстегнутом пальто, я думаю, ты что? Сошел с ума, ты хочешь умереть? Что с тобой не так? Вот, короче, и вот видимо в Sims 4 вообще всем пофигу на мороз, хотя, между прочим, они могут стать синими. Ну, не знаю, может, они все фанаты Аватара, кто их разберет, правильно? Поэтому я я не знаю, синими еще никто не становился из моих знакомых. По крайней мере, от холода. Тем более, что как-то по поводу погоды, мне, знаете, хочется как-то чуть-чуть такого напустить антуража. И, короче, я хочу использовать во время прохождения единственный чит-код. Я хочу использовать чит-код на погоду, чтобы шел снежок. Чтобы всегда шел снежок. Блин, когда снежок идет, всегда сразу так волшебно. И как бы, представьте, да, идет, снег, возможно, пурга, и все вот это вот. А наш герой Стюарт Фишер, у него фамилия, кстати, не знаю, сказала я в начале или не сказала, теперь говорю, в расстегнутом пальто с голыми ушами. Ваши ставки, через сколько он посинеет весь, абсолютно. Я думаю, минут через 2. Я, оказывается, вообще вот этот вот его костюм, который, на зиму, который на холодную погоду, я его половину всего времени, сколько я создавала этого персонажа, не то чтобы даже типа там только одежду, а учитывая историю, лицо, там телосложение и все остальное, половину из этого времени я просто выбирала ему теплую одежду. Потому что, сами посудите, большинство вообще времени в челлендже он будет в этой одежде. И мне очень хотелось чего-то такого вот уютного, чтобы он был какой-то уютный, такой вот, еще румянец такой. Сейчас попозже я сделаю, увидите. Никогда не любила зиму, но если в Sims 4, то дайте 2, пожалуйста. Потому что так красиво. Особенно если алды тут, вы помните Sims 3, там, в Sims 2, кстати, не помню, но вот в Sims 3 точно были сугробы, боже, как же это было круто, реально, блин, там прям
чувствовалось вот этот вот типа осадки, когда тебе говорят, сколько сантиметров осадков выпало сегодня. Вот Sims 3 он прям демонстрировал сразу уже эти все сантиметры, и прям там и по коленку было, и всякое такое, блин, прям очень было классно. Не знаю, почему решили от этого отказаться, но зато Sims 4 не так сильно тупит. Хотя по моим видео так этого и не скажешь, но может быть я просто рука-жоп, не знаю. Давным-давно надо вообще всю просто папку mods, ее просто взять и уничтожить, но я все никак не решаюсь на это. Я не могу отказаться от этого, знаете ли. Не могу, я как как наркоманы просто, с этими модами, допами. В общем, тут я вот уже попыталась ему и какое-то пальто сделать, но он казался каким-то странным. И шарфы у меня были тоже какие-то странные, дурацкие. И, короче, ничего у меня не получалось. Я вообще не понимаю, а в чем проблема сделать нормальные шарфы в Sims 4? Когда вышло вообще дополнение времена года? По-моему, очень давно, если так примерно говорить. Ну, так а где шарфы-то, в конце концов? Ну, сколько можно? Симы без шарфов ходит, ужас. Там же бывает реально пурга, кошмар. Не все же живут там в Сулане или в Дель-Соль-Велли, да, как бы. Окей, не все мажоры, да, не все как бы крутые ребята, поэтому как-то некоторые, может, вообще там спят в коробках, а как они без шарфов-то будут это делать? А если мы отыгрываем этого сбежавшего подростка? Кстати, пишите в комментариях, может, как-нибудь сбежавшего подростка сделаем, хотя, мне кажется, его так уже заездили, этот челлендж. 100 детей тоже Что? У меня какие-то проблемы с дикцией начались. Я выяснила, что, оказывается, я не умею говорить букву «Р». Вот я даже сейчас в слове «говорить» не проговорила букву «Р». Ужас. В общем, я пыталась сейчас перед записью говорить Карлу Клары украл коралл, и, в общем, все он там у нее украл. Очень тяжело это все, ребята. Да, в общем, 100 детей тоже все заездили уже, но мы его все равно с вами делаем. Кстати, тоже ждите на канале, все будет, не переживайте. Возник вопрос, пока я вот его создавала. В каких шапках ходят серьезные мужчины? Пишите в комментариях, потому что я задавалась этим вопросом все время, пока создавала Стюарта, и поняла, что серьезные женщины ходят без шапок. Ну, по крайней мере, так в моей школе всегда было. Вот самые вот эти девочки, которые прям очень серьезные, они все без шапок ходили всегда. Я всегда ходила закутанная с самого детства. Это типа это не со старостью ко мне пришло. Я была, знаете, в детстве как вот эти бабушки. Когда уже весна, уже все растаяло, уже солнце, уже апрель, уже все просто ходят в шортах. Я все еще ходила в парке, в куртке, там, в шарфе, в шапке, в зимних ботинках. И у меня все еще были холодные ноги, да. А к чему я вообще это говорила? Переслушать, что ли? Шапки. Какие носят? Я вот решила, что вот эта шапка с открытыми ушами. Мне кажется, сейчас все так надевают шапки. И им должно быть очень стыдно в связи с этим, потому что мне холодно на них смотреть, на эти их пельмени замерзшие красные. Ужас. Вот видите, я даже ему сделала. Но я типа еще и жаркую. Вот, кстати, тоже у меня возник вопрос. А какую делать одежду на типа теплую погоду, когда теплой погоды не будет в этом челлендже? Не знаю. Все равно, если мы там сильно к нему прикипим, мы все равно с вами будем переделывать. Гардероб весь будем переделывать. Вот, в общем, я потом докачала этих шарфов и пыталась примостить их к этому вот расстегнутому пальто. Я подумала, ну ладно, хрен с ним, пальто расстегнутое, но там же худос внизу. Ну, типа, не должно быть холодно. Но потом все равно смотрю, думаю, блин, вот прям, знаете, у меня было такое пальто. Вот прям очень похоже у меня было пальто, и оно было капец какое тонкое, типа, через него прям даже вот ветер через него просачивался, понимаете? Ты идешь, и вот если холодный ветер дует, ты прям спиной чувствуешь этот холодный ветер. Просто кошмар. Мне кажется, там никакой худос вообще не спасет совершенно. В общем, я пыталась еще и примостить шарф к этому ко всему, потому что шея голая, ну это вообще кошмар. Шея голая, руки голые, кошмар. Вот, и, в общем, там получилось, что все эти текстуры друг в друга провалились, и план мой провалился вместе с текстурами. И, короче, я стала искать что-то другое, а эти шарфы там не отображаются, оказывается, потому что зачем? Короче, и в итоге я выберу совсем вообще другую какую-то вещь, где все равно попытались что-то расстегнуть, но хотя бы попа закрыта. Хотя бы попа закрыта. Обязательно в куртках зимних должна быть закрыта попа. Я так считаю.
потому что попа почему-то мерзнет быстрее всего. Я уже даже думала, может его реально в какой-то медвежий костюм одеть, пусть он будет не писателем, а каким-нибудь промоутером, потому что уже сил моих больше не было. Но в итоге все-таки я нашла нормальную куртку, не переживайте. В общем, я так смотрю, видео у нас потихонечку подходит к концу. Сейчас я уже как раз-таки доберусь, я найду эту куртку злосчастную, в которой он будет выглядеть достаточно уютно, насколько я себе это представляю, хотя с голыми ушами. Но тем не менее. Такая вот у меня идея возникла. Пишите в комментариях, как она вам. Еще раз напоминаю, что серии будут выходить на новогодних праздниках, то есть уже после 31 декабря. До этого момента мы с вами еще увидимся, поздравимся там. В общем, отправляем Стюарта в добрый путь в начало нашего челленджа, который, если вы будете смотреть уже после новогодних праздников, будет уже сразу там в этом же плейлисте. А пока подписывайтесь на канал, ставьте лайки, присоединяйтесь ко мне в других социальных сетях, все ссылочки, как всегда, в описании. Всех уже люблю, пока-пока!